Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра! Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён очень придирчив, но здесь подчеркиваю тот факт, что Тэхён ясно выразил огромное «нет» касанием бедер. В то время как у нас есть Чонгук, имеющий свободный доступ к этим драгоценным бедрам. Он даже предложил Чонгуку пошлепать его за внутреннюю часть бедра. Это привилегии влюбленных. И еще мы часто видим, как Тэхён шлепает бедра Чонгука. Также я считаю очень показательным то, что абсолютно никто в группе не прикасается к Тэхёну так, как Чонгук, и если кто-то даже невинно прикасается к нему, все остальные сразу же смотрят на Чонгука, как будто проверяя его реакцию. Не раз и не два, но почти всегда эти мелочи всегда выдают статус их отношений, независимо от того, насколько Биг Хит пытался замаскировать то, что Тэйкук странные и вместе. Девятое место. Даже на сцене, в толпе, где угодно их взгляды друг на друга. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда долго живешь друг с другом, то начинаешь перенимать привычки, жесты, мимику любимого человека. Похожие браслетики. Такие растрепанные. Ким Тэхён окружен мужчинами из клана Чон. Вы ведь помните этот чудесный, знаковый момент, который, кстати, так и не попал в официальный контент. Седьмое место. Здорово, когда ваш любимый человек поддержит любую дурь, которая взбредет вам в голову.
Шестое место. Поведение пары. Верно расставленные приоритеты. То, как Тэхён потянул руку Чангука к себе. А Чангук так сладко прижался щечкой к голове Тэхён сказал, у милого Чангука истек срок годности, теперь он стал настоящим мужчиной. 나도 좋을 것 같아. 나는 야, 정국이 15살 때도 귀여운데 5살 때 얼마나 귀엽겠어. 귀여운 정국이는 약간 유통기한이 있었어. 요즘에는 좀 약간 쌍남자가 됐고. 15살 어쨌든 5살 정도에 커서 내가 됐고. 아 오케이. 자. Они такие счастливые вместе. Чангук обнимает Тэхёна за кадром. Чангук кладет голову на плечо Тэхёна, пока Тэхён обнимает его. Ухмылка этого милого Чангука, когда он смотрит на Тэхёна. Пятое место. Реакция айдолов на Тэйкук. Четвертое место. Забота. Тэхён до последнего держался, чтобы не показать своих эмоций, но когда Чангук начал плакать, сразу стал слабым. Собирал слезинки любимого мальчика и переживал вместе с ним. Ведь не страшно, когда больно тебе, страшно, когда болит у любимого человека. Чангук изгибает свою руку, чтобы накормить своего милого Тэхёна. Они всегда и во всем опора и поддержка друг для друга. Тэхён сказал, всякий раз, когда у меня проблемы, Чангук просто заходит, садится рядом и слушает меня. Затем он говорит мне, что он думает, это действительно очень помогает. Мы с Чангуком разговаривали и плакали вместе. Если я попрошу Чангука что-то сделать, он это сделает. Язык любви Чангука – кормить Тэхёна.
Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Расписание Чангука. Отработка боевых навыков, бдительности выживания и маскировка, стрельба и отработка навыков маневрирования, обсуждение техники ведения боя, обсуждение и практика боевых приемов, физические тренировки. В общем, ситуация не из простых. Сегодняшнее расписание Тэхёна включает в себя индивидуальная тренировка и бой, ночной марш-бросок, поход на 20 километров, во время которого солдаты несут рюкзак весом в 25 килограммах. Во время похода предусмотрен отдых. Отдых предоставляется каждые 5 километров, обычно длительностью 30-60 минут. А теперь подробнее о индивидуальной тренировке. Цель состоит в том, чтобы каждый солдат поодиночке, отделениями или взводами, ползком или пробежками смог приблизиться к линиям противника. При этом стажеры учатся наносить урон по противнику, включая ножевые и колотые ранения. Нужно добраться до холма и захватить цель. Для достижения цели используются любые способы. Приоритет – выжить, а затем захват цели. Это обучение, которое реорганизует и использует боевые навыки, которые были изучены и отработаны ранее в учебном центре. Если следовать логике, то, скорее всего, утром у парней индивидуальная тренировка, а ночью начнется марш. Ну или наоборот, ночью был марш, а затем тренировка. Слова для успокоения и погружения в нирвану. Во-первых, к учебным центрам сейчас приковано все внимание фандома. Поверьте, малейшая неприятность грозит взрывом в социальных сетях. Никто не пострадает во время марша и тренировок. В Корее работает показушная система, в армии тоже. Им важно показать, что у них все в шоколаде, а это нам на руку, дополнительный комфорт парням обеспечен. Во-вторых, мороз это да, но 20 километров пешком это где-то 5 часов. Учитываем, что во время похода будут перерывы на целых полчаса, солдатам дают горячий чай и перекус. Никто не замерзнет. В-третьих, Намджун и Тэхён по 2 часа скачут на концертах в любую погоду, исполняя сложнейшую хореографию. Думаю, этот марш для них будет просто прогулкой на свежем воздухе. Джин и Хасок, которые были командирами, уже по 100 раз прошли эти 20 километров, таская 20 килограммов за других солдат, которые не справляются. Чисто такие, без напряга. Слова командира полка в прошлом году. В результате мы перешли от марша за пределами комплекса к маршу внутри комплекса, а внутри комплекса появилось много мест, где можно тепло отдохнуть. Во время перерыва мы позаботимся о том, чтобы они могли отдыхать в теплой комнате, а не в холодном месте, и примем различные меры в холодную погоду, такие как горячие компрессы, горячая вода, бойлеры. Завтрак Тэхёна, рис, густой суп из тыквы с пастой из соевых бобов, жареная свинина с луком, брокколи с приправой, кимчи из пекинской капусты. Завтрак Чангука, рис, говяжий суп с ростками фасоли, жареная свинина с капустой в соусе, яичница, кимчи из пекинской капусты. Обед Тэхёна, рис, суп из минтая, барбекю из говядины, закуска из ростков фасоли, кимчи из пекинской капусты. Обед Чангука, говяжий суп с лапшой, вареное отжатое мясо и соленые креветки, закуска из редиса, сладость в виде скрученного теста, жареное в масле, кимчи из пекинской капусты, мандарины. Ужин Тэхёна, рис, острый суп суджиби, жареное филе трески, куриные шашлычки, кимчи, мандарины, молоко. Ужин Чангука, рис с курицей и майонезом, яичный суп, пельмени-гриль, салат из маринованной редьки, огурца, моркови, лука-порей и чеснока, кимчи, молоко. Поговорим о погоде. У парней похолодало, но это ненадолго. Погода не рискнет морозить им попки, ведь мы на страже их тепла и комфорта. Сидим, бдим и наблюдаем.
Но если что, мы всегда в режиме боевой готовности и вязаными шерстяными трусами. Не, ну а что, горячие пирожки тоже нужно пустить в дело. Compose Coffee в инсте. Новая модель Compose Coffee V. Вскоре покупатели смогут увидеть рекламу Тэхёна Compose Coffee в магазинах. Рекламный ролик будет транслироваться на экранах телевизоров во всех 2200 магазинах Compose Coffee в Южной Корее. Идут слухи, что Тэхён появится в журнале Harper Bazaar. По словам надежного инсайдера, новый альбом Арианы Гранде включает в себя Чонгука из коллаборации BTS. Также в альбоме 15 новых треков с 3 коллаборациями. И еще одна информация. Обладатель премии Грэмми и Бритс Джастин Бибер выпустит свой 7-й альбом. Позже в этом году, по слухам, Чонгук будет среди участников совместной работы над альбомом. А еще Чонгук подписался на них перед уходом в армию в ТикТоке. Фанатка, чей брат является стажером в Нансане, поделилась историей, которую услышала от него после разговора в разрешенное время. И Тэхён, и Намджун получили по 3 балла тюк, лучший, особенный, в 3 соревнованиях по оценке физической силы. Если вы получите более 3 оценок тюк, вы будете выбраны лучшим стажером и получите в награду отпуск в день выпускного. Награда, которой все завидуют. Когда Тэхён бегал на длинные дистанции, мой младший брат аплодировал и говорил: «Ты получишь тюк». Затем Тэхён громко ответил: «Спасибо». Так что я думаю, что мы сможем узнать, кто станет лучшим стажером на момент завершения их стажировки. Но все они обладали огромной физической силой. Как и ожидалось. С завтрашнего дня у них начнутся полевые учения. Рекламный ролик Тэхёна для Compose Coffee теперь транслируют во всех магазинах бренда. Тэхён говорит: «Здравствуйте, это модель V для кофе Compose Coffee. Приятно познакомиться». В этой рекламе мы выразили значение слова «сочинять», сходное со значением слова «сочинять». Это означает идеальное сочинение чашки кофе, точно так же, как сочинение музыки. Для этой рекламы мы с режиссером много обсуждали и приложили немало усилий для режиссуры. Пожалуйста, с нетерпением ждите. Вопрос: какой ваш любимый напиток в Compose Coffee? Ответ Тэхёна: юджача, цитроновый чай. Мне всегда нравился цитроновый чай. С давних пор. Вопрос: расскажите, пожалуйста, что это за видеоролик? Ответ Тэхёна: реклама сосредоточена на выражении концепции композиции. Как и следует из смысла, реклама вращается вокруг концепции создания идеальной чашки кофе как параллели с сочинением музыкального произведения или песни. Что касается этого рекламного ролика, мы с режиссером провели множество обсуждений и вместе разработали концепцию. Пожалуйста, ждите его с нетерпением. Вопрос: фирменная поза Тэхёна. Ответ Тэхёна: фирменную позу V немного неловко называть своей собственной, но поскольку меня зовут V, я часто использую позу, в которой подчеркивается буква V, как это, способом, который знаком и широко используется многими. Точно так же, как сделать букву V пальцами. Многим людям это нравится, и я тоже использую это довольно часто. Вопрос: напоследок несколько слов. Ответ Тэхёна: это были невероятно крутые съемки с режиссерами, которыми я восхищаюсь. Я очень жду рекламу и верю, что она вам тоже понравится. Пожалуйста, проявите большой интерес и любовь к кофе Compose. И, пожалуйста, люби меня тоже сильно. Самое приятное воспоминание Тэхёна о бабушке – это поход в парк и восход солнца за цитроновым чаем. Музыкальные ноты в меню кофе. Тэхён всегда такой креативный. Чай «Цитрон» теперь распродан в некоторых магазинах Compose Coffee после того, как Тэхён назвал чай «Цитрон» своим любимым напитком в Compose Coffee.
Тэхён в Инстаграм ровно 2 года назад. Утомительный день, независимо от того, сколько спал. Альбом Тэхёна Лэйоува наконец-то достиг 1 миллиарда прослушиваний на Spotify. Альбом Тэхёна Лэйоува становится самым быстрым альбомом корейского соло-исполнителя 2023 года, достигшим отметки в 1 миллиард всего за 4 месяца. Муджин сделал репост Harper Bazaar Korea. Сразу предупреждаю, чтоб потом мне не спамили. Это фотошоп, и отвечаю тому челу, который писал, что в Ютубе сказали, мол, Тэхён ранен, и он в госпитале. Ютуб – последняя социальная сеть, которой можно верить. Если бы, не дай бог, такое произошло, об этом узнали бы все, а не какой-то ютуберский червяк. Не распространяйте это. Из-за таких аккаунтов в ТикТоке и распространяются слухи. Зачем это делать? Ради подписок и мать родную продать готовы. Второе место. Это так интимно. Это улыбка Тэхёна, когда они смотрели на фото Чангука в прозрачной рубашке. Мне это напомнило, когда Чангук садился на бедра Тэхёна, и у него точно такая же ухмылка была. Чангук залип на Тэхёне. Тэхён, ты его чуть не съел. Предполагаю, что в такие моменты у Тэхёна в голове мысли о поцелуе с Чангуком. Его мужчина. Первое место. Чангук и Тэхён подпевали песню Гарри Стайлса «Adore You, обожаю тебя». «Ради тебя я пройду через огонь, позволь мне поклоняться тебе». Эта песня так хорошо подходит их отношениям. Текст песни «Я теряюсь в глубине твоих глаз, ты поверишь в это». «Ради тебя я пройду через огонь, позволь мне поклоняться тебе». Словно это единственное, чем я буду заниматься всю жизнь.
Эти фотографии, где Тэйкук держится за ручки. Все мы хотим, чтобы на нас смотрел вот так наш Чангук. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения